Когда начнется тест классики? Что вообще нового известно по разработке и на какой она стадии? И вообще, что будет дальше? Все это обсудим в этом ролике. Постараюсь придерживаться, друзья, формата без воды, поэтому вас попрошу обязательно поставить лайк на это видео. Если не хотите ставить вам впадлу, вы можете дизлайк поставить, ну а мы начинаем. Что с классикой сейчас? Я напомню, в прошлом ролике я детально рассматривал гараж классики, в котором разработчики полностью закончили работу по добавлению пушек и корпусов. И я предположил, что в этом видеоблоге, вероятно, расскажут про полную доработку всех цен в гараже, всех полных характеристик, описаний и так далее, которые не были доработаны. Но они не стали дорабатывать, а начали делать миссии и линейки челленджей. Как видите, в свежих кадрах танков Classic действительно появились миссии. Но обратите внимание на цены и характеристики пушек. Их аббревиатуры до сих пор остались неизмененными. Аббревиатуры МК1 вместо М1, М2, М3 там, да. То есть здесь работа не была произведена и осталось все как прежде. Да, я уже отмечал, что все сбалансировать довольно непросто, но у разработчиков просто уже есть все цифры, все характеристик и цен до ребаланса. И наличие этих цифр им должно, как правило, упростить эту задачу. Что касается заданий. В классике будут ежедневные и недельные задания. Будут челленджи. Как видите, дизайн достаточно понятный и простой. Все цифры, по словам разработчиков, в миссиях из челленджей уже окончательные. То есть именно такие призы, которые вот сейчас мы будем рассматривать, будут получать игроки. В ежедневных миссиях награды будут фиксированы. И каждый день можно будет выполнять по 3 миссии и получать 15 звезд челленджа и 10 всех припасов. В недельных миссиях все точно так же, но в призах уже 30 звезд и 3 контейнера. Что касается челленджа, в нем будет 2 линейки, ну как это обычно, как принято, да, одна серебряная, другая золотая, но челлендж, в отличие от танков онлайн, будет длиться не 15 дней, а целый месяц. За полное прохождение бесплатной линейки вы будете получать 17 контейнеров, 30 припасов, 2600 кристаллов и 1 золотой ящик. А за полное прохождение платной линейки вы будете получать 51 контейнер, 90 всех припасов, 7800 кристаллов и 3 золотых ящика. Важный, друзья, момент. Звезды нельзя будет зарабатывать в боях, их нельзя будет купить, их можно будет получить только в миссиях. И как видите, показали тоже геймплей. Классика, возможно, это, а может и нет. Я вот так подумал, что вот в предыдущих видеоблогах, вот геймплей тоже классики уже неоднократно, да, показывали так мельком. Кто-то думает, что это скины в танках онлайн были взяты, да, и просто это было заснято в про-битвах. Но не стоит забывать, что за основу в классике-то используется движок танков онлайн. Как-то Орех где-то на форуме сказал, что классика — это, грубо говоря, танки онлайн с другими скинами. Так что с большой вероятностью мы с вами видим просто вот первые прототипы классики уже на экранах. Но разработчики не делают на этом акцент. Может быть, Орех хочет, чтобы кто-то догадался, кто-то нет. Но вот и мое предположение, что все-таки это в классике геймплей происходит. Ну, естественно, почему первый прототип? Потому что тут недоработаны дроп-зоны с танков онлайн, флаги, да, вот с танков онлайн отображаются. Ну, а так, возможно, нам показывают первые наработки классики. А если, друзья, вы играете в новые танки онлайн, не забывайте ставить тег создателя контента ник 10 в настройках вашего аккаунта в танках онлайн. Таким образом вы можете поддержать автора, а также у вас увеличивается вероятность выпадения крутого дропа с контейнеров. Что касается проблемы раздачи огромного количества припасов. С миссии можно будет получить 50 припасов в день или 350 припасов в неделю. С челленджа же 400 припасов в неделю можно будет получить без открытия контейнеров. Ну, то есть примерно можно будет получать 1600 всех припасов в месяц. И это без открытия контейнеров. А с контейнеров, друзья, я напоминаю, выпадают как минимум по 125 припасов. Ну, то есть, что это будет? Мины, двойной урон или защита, неважно. Но там вот такие большие суммы могут выпасть. Также вот в видеоблоге был очень интересный момент, на который тоже вот вообще никто внимания не обратил. Разработчики намекнули, что кристаллы нельзя будет покупать за реальные деньги. Ведь на данный момент тоже этой информации нигде нет. Были у меня неоднократные попытки сделать какие-то догадки в предыдущих роликах по поводу вопроса, можно ли будет покупать кристалл за реальные деньги или нет. Кстати, как это происходит со звездами и контейнерами? Звезды и контейнер нельзя будет покупать за реальные деньги. Ну и вот, что сказали разработчики? Разработчики сказали, что игроки скорее предпочтут купить вооружение, чем нару. Чем, собственно, и намекнули на сложность получения кристаллов и что игрокам придется выбирать, что им покупать. Все сразу купить не получится. То есть Орех до сих пор старается придерживаться системы «не плати и побеждай», а кто больше играет, тот и побеждает классики. Ну, тоже спорный момент, но мы его уже 100 раз рассматривали, поэтому давайте возвращаемся к проблеме припасов. Они вот пытались нас убедить, что это немного припасов будет, да, вот с контейнеров выпадать. Я вот тут немного не согласен с разработчиками. Вспоминая старые танки, помню, там продавался комплект, в котором можно было купить 1000 каждого припаса, да, там за определенную сумму. И вот такого вот пакета, я как помню, хватало, ну, примерно на месяц. А в танках Classic в теории можно будет получать 1600 припасов в месяц, это без открытия контейнеров, как вот мы с вами посчитали.
далее. Конечно, сейчас тяжело прогнозировать, как это будет на практике. Возможно, это и нормальное количество. Но после танков онлайн, конечно же, у большинства будет огромное желание играть именно с нарой, а не кататься без нары. Также многие, кто купил ранний доступ, откроют свои 200 контейнеров и оттуда им еще нехило насыпет в копилочку всех припасов, что сделает небольшой дисбаланс среди тех, кто не покупал вообще ранний доступ и кто не имеет эти сумасшедшие контейнеры. Я думаю, что вот касается припасов с челленджей с миссией, это нужно смотреть на тесте, как это будет вообще быстро, не быстро. Возможно, это нормально. Вот все там, как разработчики сказали, вот возможно, да. Возможно, это приемлемые цифры. Но вот что касается контейнеров, контейнеры по-любому нужно резать, как минимум вот 125 взять припасов, да, вот их урезать до 25, например. И будет уже, наверное, более-менее, но потому что 125 это очень много, я считаю, особенно на старте классики. А потом можно в процессе вот смотреть, как игроки вот расходуют, мало и много, и в процессе классику обновлять, ребалансить. Но в принципе этим, я думаю, и будут разработчики на тесте заниматься классики, ну и мы вместе с вами. Но я, по крайней мере, на это надеюсь, что так и будет. Переходим плавно, да, к самому тесту, по поводу начала теста классики, его даты выхода. На стриме я уже делал прогноз, кто стримы смотрит, те знают. Кстати, стримы, друзья, на канале проходят практически каждый день в 9-10 вечера по Москве, обязательно залетайте. Скоро там планируется один крупный золотой стрим, о котором еще даже кто смотрит стримы не знают. Ну вот, небольшой анонс вам делаю, примерно на этих выходных. Возможно, что-то будет, но пока не обещаю, потому что точно не уверен. Но обязательно заглядывайте, в Телеграм там подписывайтесь, в описании ссылки все есть, там анонс, если что будет. Кто обожает вот голды половить, вот это для вас будет стрим. Вот, и на стриме, в общем, я делал прогноз, что тест, возможно, начнется в начале октября, да, после видеоблога 25 сентября будущего. Ну, потому что, судя по всем обновлениям, по тенденциям, вроде было бы похоже уже, что к этой дате успеют все сделать и начнут уже прогревать тест, начало, хотя бы какие-то сроки, может быть, озвучат. И я думал, что вот в этом видеоблоге, который уже вышел, где нам как раз вот про эти миссии и челленджи рассказали, я ожидал, что полностью доделают гараж. Ну, то есть добавят все вот эти вот описания, характеристики М1, М2, М3, но, как видите, они этого еще не сделали. Поэтому, скорее всего, в следующем видеоблоге как раз и будут про это рассказывать, про доработку всего гаража. И уже в следующих октябрьских видеоблогах будут рассказывать про тесты классики. Но есть маленькая доля вероятности, конечно, что могут объявить и в следующем видеоблоге это. Но она невелика, и, скорее всего, это уже будет показываться, рассказываться в октябрьских выпусках. Поэтому будем ждать и надеяться на лучшее. Что касается даты выхода, это уже точно, друзья, ну как вот понимаете, не сентябрь и не октябрь, да, и даже не октябрь, потому что на тест, ну как минимум месяц, я так понимаю, нужен будет, если не 2. И остается у нас только ноябрь и декабрь. Ноябрь — это тот месяц, в котором год назад ровно вышло интервью с Орехом. Ну а декабрь — супер предновогодний месяц, в котором можно дропнуть как раз классику перед Новым годом, как подарок к Новому году. Но мне кажется, круче было бы все-таки в ноябре выпустить, чтобы люди успели поиграть, а в декабре там какой-нибудь Новый год, ивент уже разработчики успели сделать, чтобы релиз не был вот вместе с двумя праздниками, и релиз, и Новый год. Ну а так, друзья, все, осталось всего 2 месяца. Ноябрь, декабрь. В октябре игра уже не выйдет. Делайте выводы, когда же выйдет игра. Ноябрь это будет или декабрь, может быть на Хэллоуин вообще выйдет. Но тесты, скорее всего, будут в октябре, если не в ноябре. Я всех благодарю за просмотр.